Первые матчи плей-офф Лиги Чемпионов. Мадридский Реал может забрать Расмуса Хёйлунда из Манчестер Юнайтед. Барселоне нужен Ляо. Цель для ПСЖ. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Главный тренер Баварии Томас Тухель был крайне разочарован игрой своей команды в матче 21-го тура чемпионата Германии с Байером, сообщает Bayern and Germany у себя в Твиттере. По данным источника, специалист был недоволен тем, как игроки реализовали на поле его тактические рекомендации, которые хорошо работали на тренировках. Отмечается, что независимо от того, что произойдет с Тухелем, летом в составе ожидаются перемены. Главную вину руководство клуба возлагает на футболистов, считая, что команду сложно тренировать и некоторые игроки не подходят. Также сообщается, что Бавария не планирует увольнять Тухеля до конца сезона. Руководство Барселоны считает, что несмотря на имеющиеся у клуба финансовые трудности, с целью развития спортивного проекта синегранатовым необходимо подписать одного звездного игрока грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es. По их информации, больше всего каталонский клуб заинтересован в покупке вингера Милана Рафаэля Ляо. Также боссы синегранатовых осознают необходимость усиления центра поля, из-за чего Барселона намерена предпринять попытку подписать опорного полузащитника Эвертона Амаду Онана. Барса планирует выручить денежные средства на покупку данных футболистов, продав часть игроков нынешнего состава. Вест Хэм приостановил переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Дэвидом Моэсом, сообщает Daily Mail. Решение было продиктовано результатом матча с Арсеналом, в котором они проиграли 0-6. Как сообщает источник, руководство команды хочет увидеть, как тренер справится с неудачным отрезком, где Вест Хэм не может выиграть на протяжении 7 встреч. Переговоры о продлении контракта велись не один месяц. Предполагалось, что соглашение будет продлено до лета 2026 года. Текущий контракт заканчивается грядущим летом в июне. Джим Рэдклифф, в минувшем году приобретший 25% акций Манчестер Юнайтед, получил одобрение от Совета директоров АПЛ после проверки владельцев и директоров, сообщает официальный сайт лиги. Совет директоров согласился на изменение структуры собственности клуба на прошлой неделе, и теперь это было официально утверждено независимой комиссией по надзору. Также была подписана хартия владельцев премьер-лиги. Это первое приобретение контроля, которое должно быть рассмотрено и одобрено новой независимой наблюдательной комиссией после изменений в этом процессе, согласованных клубами премьер-лиги в марте 2023 года. Теперь премьер-лига ожидает подтверждения завершения сделки, говорится на сайте лиги. Руководство Барселоны сократило количество кандидатов на должность нового главного тренера синегранатовых до 3 человек. Об этом сообщает Футбол Испана со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро. По информации источника, достоверно известны национальности этих специалистов – испанец, итальянец и немец. Подчеркивается, что наибольшей вероятностью речь идет о главном тренере Брайтона Роберто де Зерби, бывшем главном тренере Баварии и сборной Германии Ханс-Дитере Флике и тренере ливеркузенского Байера Хаби Алонсо. Были окончательно отсеяны варианты с приглашением Рубена Амарима, тренера Спортинга, Тиаго Мотты, Мичела, тренера Жироны, Юргена Клопа и Хосепа Гвардиолы. Мадридский Реал поручил своему главному скауту Юни Калафату начать следить за нападающим МЮ Расмусом Хёйлундом, сообщает Defensa Central. По их сведениям, руководство испанского клуба рассматривает датского форварда как опцию в случае того, если им не удастся подписать контракт с Кильяном Мбаппе или Эрлингом Холландом. Полузащитник Ньюкасла Бруно Гимараеш возглавляет список интересующих ПСЖ игроков на летнее трансферное окно, сообщает Codes Offside. По их информации, английский клуб может рассмотреть продажу своего лидера из-за проблем с финансовым фейерплей. Ранее сообщалось, что руководство Ньюкасла определилось с суммой, за которую было бы готово расстаться с Гимараешем. Сороки просят за бразильца не менее 100 миллионов евро. Гимараеш перешел в Ньюкасл из Лиона в январе 22-го.
Руководство Барселоны предложило новый контракт Фрэнки де Йонгу. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро у себя в Твиттере. По его информации, новое трудовое соглашение для голландского футболиста подразумевает уменьшение его заработной платы. Однако ее размер не называется. Подчеркивается, что Де Йонг должен ответить на данное предложение в течение нескольких недель. Напомню, что действующий контракт Де Йонга рассчитан до лета 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Барса хочет оставить полузащитника в клубе до 2029 года. Нападающий Кильян Мбаппе стал проявлять больше сомнений относительно целесообразности своего перехода в мадридский Реал, с которым его активно связывают слухи последние месяцы. Об этом сообщает КД-Насер. По информации источника, Мбаппе был растроган, когда в минувшее воскресенье 600 болельщиков парижского клуба пришли на тренировку ПСЖ и попросили его не покидать команду, скандируя «Кильян в Париже». Подчеркивается, что французского футболиста подкупает то, как сильно его любят болельщики в столице Франции. Кроме того, 8 февраля президент французского Гранда Насер Аль-Хилейфи сообщил, что команда намерена покинуть домашний стадион Парк де Пренс и найти более подходящую арену. Сообщается, что Мбаппе также заинтересован в том, чтобы проявить себя, выступая на новом домашнем стадионе. К тому же, мать Мбаппе, являющаяся его агентом, по-прежнему продолжает уговаривать сына остаться в ПСЖ, где ему предлагают более выгодные условия контракта. Защитник Матеис де Лигт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает The Sun, 24-летний футболист интересен Манчестер Юнайтед. На Олд Траффорд де Лигт может воссоединиться с Эриком Тен Хагом, под руководством которого он раньше играл за Аякс. Ранее в прессе появлялась информация о том, что де Лигт недоволен своим положением в Баварии. В этом сезоне он поучаствовал в 16 официальных матчах и записал на свой счет 2 гола. Полузащитник Наполи Петр Зелинский летом перейдет в Интер на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо. 29-летний поляк согласовал досрочный контракт с клубом из Милана. Срок соглашения не уточняется. Вчера состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. В нем встречались немецкий Лейпциг и мадридский Реал. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу испанцев. На второй минуте нападающий немецкой команды Беньямин Шешко после подачи в штрафную ударом головой открыл счет. Однако после просмотра ВАР мяч был отменен из-за офсайда. Однако после сообщалось, что игрок немецкой команды Бенджамин Хенрикс толкает сзади Андрея Лунина, и именно из-за этого забитый мяч был отменен. Сразу после перерыва на 49-й минуте Браим Диас открыл счет, пробив с угла штрафной в дальнюю девятку. А в параллельном матче Манчестер Сити сумел добыть победу в гостях у Копенгагена со счетом 3-1.